Приветствую вас! В недавних видео мы с вами обсуждали, а что же значит, когда мужчина разводит в обращении с вами любовный зоопарк. Когда вы у него котик, рыбка, зайчик, солнышко, ласточка, еще кто угодно, но только не называется ваше имя. Мы об этом уже поговорили. Также мы поговорили во второй части этой тематики о том, что же значит, когда муж и жена называют друг друга по фамилии, о чем это говорит. Если вы не смотрели эти видео, я ссылки положу в верхнем закрепленном комментарии, вы сможете их пересмотреть. А сегодня мы поговорим о том, о чем вы меня спрашивали в комментариях к этим видео. О том, а что же значит, если мужчина вдруг называет свою жену по отчеству. Обычно женщины радуются. Ничего себе, он же меня ценит. Классно. А сегодня мы с вами разберем, а что же на самом деле стоит, какие скрытые мотивы движут мужчиной, когда он или вами, когда вы называете своего супруга по отчеству. И тогда у вас будет шанс посмотреть под другим углом на ваши отношения для того, чтобы понять, а можно ли в них что-то поправить, чтобы их улучшить. С вами Алла Касаткина и проект «Ладное я». Я практический психолог, который ведет программы для женщин уже в течение 15 лет. Ссылка на мой сайт находится вот здесь. А подписаться на канал вы можете красной кнопочкой. И если вы хотите получать уведомления о всех новых видео, жмите на колокольчик, тогда все новые действия на канале будут к вам приходить на почту, и вы будете в курсе и живых трансляций, и постов, которые я размещаю, все будет у вас в вашей почте. Итак, поехали разбираться, что же значит, когда мужчина называет вас по отчеству, или вы к нему так обращаетесь. Очень часто это говорит о том, что мы думаем, что если нас стали называть по отчеству, мы стали солиднее, значимее, признают наши услуги. Но все как раз оказывается с точностью да наоборот. Почему? Потому что человек, который нас называет по отчеству, на самом деле сам стремится изо всех сил доминировать в отношениях. И он провоцирует вас, чтобы вы тоже начали к нему обращаться по отчеству и добавили ему статуса, значимости, независимо от того, вкладывается он в отношения или нет, но он подыгрывает вам, потому что вы часто демонстрируете потребность в признании. Как говорят, от паршивой овцы хоть шерсти клок, он точно таким же образом подыгрывает вам. Я тебя назвал, а ты меня называй. Но на самом деле, казалось бы, поиграли в значимости, все. Но за этим стоит еще один очень тревожный звоночек. О том, что человека, которого мы называем по имени-отчеству, обычно мы не хотим сексуально. Это говорит о том, что мужчина отдаляется от вас сексуально. Он вас меньше хочет. Он, даже если и хотел бы вас, он, отодвигая вас, глушит свой сексуальный интерес к вам. А это значит, что он готов смотреть по сторонам и выискивать для себя более привлекательные объекты. Не обязательно это могут быть женщины, это могут быть интересы за пределами вашей семьи, где он может себя реализовать, получая признание, получая много удовлетворения. Но чаще всего, простите, пожалуйста, но это банальная потребность в сексуальном интересе к другим женщинам. Вот теперь, когда вы знаете, а что же стоит за этим обращением по отчеству, реально ли добавляет это комфорта и интереса в ваши отношения, делайте выводы сами, что вы можете поменять. А если хотите узнать, как ситуацию изменить, как сделать так, чтобы ваши отношения налаживались, милости прошу в мои программы. Там я этому женщин как раз и учу. С вами была Алла Касаткина. Всего вам доброго и до встречи в следующих видео. Подписки, лайки, комментарии. Все как обычно. Пока-пока.